Всем привет! Недавно я провела опрос в соцсетях на тему, что мигрантов в Литве удивляет в этой стране. Опрос я проводила не только среди белорусов, отвечали люди разных национальностей, которые проживают в Литве. Это все реальные люди. Если вам интересно их мнение, продолжайте смотреть это видео, но предупреждаю, что я буду вставлять свои комментарии и высказывать свое мнение на этот счет. Виталий. По-хорошему удивляет, что почти все на улице за своими собаками сразу в пакетик добро собирают. Полностью согласна, меня это тоже и удивляет, и восхищает. В Беларуси, к сожалению, такое увидишь крайне редко. Ксения К. Обычная Европа с русскоговорящим населением. Люди хорошо живут, хорошо одеты, тихо, спокойно. Всем на все параллельно. Начнем с того, что не все в Литве говорят по-русски, особенно что касается молодежи. Всем на все параллельно, скорее люди не суют нос в чужие дела, и это хорошо. То, что они спокойные и тихие, это тоже большой плюс. Д. Туалеты чистые, даже био на фестивалях всяких. И почти всегда есть и мыло жидкое, и туалетная бумага, и полотенце. Согласна, меня это тоже очень сильно удивляет. В Беларуси такое можно увидеть в основном только в платных туалетах. В поликлиниках точно ни жидкого мыла, ни туалетной бумаги не будет. Иногда лежит обычное твердое мыло, но его противно брать в руки. Сами понимаете, ты не знаешь, кто его до тебя трогал. Д добавляет. А еще меня удивляет, что как-то получается, что даже что-то не новое, типа тротуаров, вполне функционально и работает зачастую вполне нормально. Есть такое. Возможно, люди в Литве более бережно относятся к предметам общего пользования. White Milk. Шел я как-то ночью по дороге с ребенком, и мимо едет полиция. Они остановились, спросили, как дела, и в итоге привезли прямо к подъезду. И удачи пожелали. Может, это частный случай, но мне слабо верится, что в РБ, то есть в Беларуси, также бы поступили. Ну да, в Беларуси милиция вряд ли вас подвезет домой, скорее в следственный изолятор. Ну, не будем о грустном. Что ж, работой полиции, людьми в Литве можно только восхищаться. Тати. Общение с госслужащими и их открытость к твоим вопросам. Или это мне везет? Могу сказать, что везет не только вам. В любой организации в Литве тебе все покажут и расскажут. И это большой плюс. Never stop smiling. Передо мной несколько раз в сфере услуг извинялись за то, что плохо говорят по-русски. Я каждый раз в шоке была. Ведь никто и не должен вообще-то. Да, бывает и такое, люди в Литве хотят быть вежливыми, стараются помочь другим людям, отсюда и такое отношение. Супер! Ирина Корот. Жемайтия, такая пронзительная зелень и свежий воздух. Мне кажется, природа в Литве такая же, как в Беларуси, я к ней привыкла, поэтому лично я, к сожалению, восхищаться этим не могу. К тому же теплых дней у нас так мало. Хотелось бы больше, но что поделаешь, такой климат. Летом, да, хорошо, все зеленое, много солнечных дней, тепло, но в другие сезоны часто тоска и печаль. Ирина. Меня лично, что до сих пор матом ругаются. Думала, что все осталось в прошлом, но нет. Слышу, говорят по-литовски, а ругаются матом по-русски. Меня это не удивляет, потому что то же самое я наблюдала в Молдове, где живет моя тетя. Что поделать, русский язык очень богат на ненормативную лексику. Зачем засорять свой язык, если можно использовать русские матерные слова? Правда? Кристина. А коммунал? Многих зимой коммунал удивлял. Сережа отвечает. Предупреждали давно о повышении цен на отопление. Удивляться тут нечему было. Я согласна. В Европе высокая стоимость коммунальных услуг,
уже давно никого не удивляет. Конечно, это печально, хотелось бы дешевле, но что делать, везде есть свои плюсы и минусы. Алина. В поликлиниках нет столпотворения, в магазинах вежливые продавцы. Если сравнивать с Беларусью, то да, у нас очень многолюдно в поликлиниках. Даже если у тебя есть талончик на определенное время, стараешься все равно прийти немного раньше, но в итоге обычно врач вызывает тебя на полчаса, иногда даже на час позже назначенного времени. Отсюда все неудобства, неудовлетворение работой поликлиники, потеря бесценного времени и столпотворение. Что касается продавцов в магазинах, то в Беларуси они тоже сейчас не часто грубят, ведь почти все магазины не государственные, отсюда борьба за клиента. Во многих организациях есть обучение, как общаться с покупателями, избегать конфликтов, отвечать вежливо. Светлана. В поликлинике не могли найти в базе мою справку о перенесенном ковиде. Взяли номер телефона, сказали, перезвонят. На следующий день позвонили, спросили, когда мне удобно будет прийти. Очень извинялись, деньги за справку не взяли. Сказали бонус за неудобство. Культурный шок. Согласна, очень приятно, когда к тебе так хорошо относятся. Для меня это тоже непривычно. Любовь. Удивляет, что везде платные парковки. Да, это неприятно, но такая жизнь, практически за все надо платить. Наталья. Я бы сказала, не удивляет, а нравится. Первое. Обилие зелени в Вильнюсе. Его парки и панорамные виды. Один из них открывается за окнами Вильнюсской телебашни. Второе. Свободная и спокойная атмосфера старого города с многочисленными кофейнями и ресторанами. Его узкие улочки, окутанные легендами и тайнами. Такая волшебная атмосфера. Третье. Очень нравятся главные новогодние елки в Каунасе. Четвертое. Загородные трассы, организация дорожного движения, разметка, дорожные знаки и так далее. Пятое. Владение английским языком значительной частью людей. Шестое. Конечно же, море. Тут просто любовь и восторг. Седьмое. Дорогие мне люди, живущие в Литве. Меня удивляет не так обилие зелени, как обилие хвойных деревьев, благодаря которым даже зимой не так уныло. Насчет новогодних елок Литвы тоже согласна, они потрясающие. Загородные трассы хороши, разметка видна отлично, дороги хорошие. Английский язык у многих в Литве на высоком уровне, отличное произношение, это правда. Море – это хорошо, даже если оно не очень теплое. Наталья. От хорошей жизни все разъехались работать в Европу. Я могу ответить пословицей: рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Если людям нравится жить в другой стране, почему нет? Если они могут иметь там лучшую жизнь, разве это плохо? Многие белорусы и украинцы переезжают за хорошей жизнью в Литву и Польшу, узбеки и таджики в Россию. Так что меня это совсем не удивляет. Елена. Литовские молочные продукты вкуснее наших. Приятно удивило. Этот комментарий из телеграм-группы для белорусов. Я не могу согласиться с Еленой. Если в целом говорить о литовских молочных продуктах, то лично для меня они не хуже и не лучше белорусских. Если мы говорим о сырах, то тут да, спорить не буду. В Литве сыры вкуснее, выбор гораздо больше. Этим я тоже не раз восхищалась. Игорь. В Литве бураки очень удивили. Кто не знает, бураки – это свекла. Такие сладкие, когда в салат добавляешь. Такое ощущение, что десерт получается. Ну вот, Игорь, не удивлюсь, если после вашего комментария в литовских магазинах пропадет свекла. Такую рекламу сделали. Лично я насчет свеклы ничего не могу сказать, так как не пробовала ее в Литве и не сравнивала. Очень интересное замечание, сразу захотелось проверить, так ли это. Дорогие мои, спасибо за просмотр. Подписка, лайки и комментарии приветствуются. До встречи в следующих видео.